Доброе утро, дорогие друзья! Привет вам из Варны. Мы находимся на одной из красивых варнинских улочек. И сейчас за моей спиной вы увидите музей новой истории Варны, куда пригласил меня Тео Роков, как мы и обещали вам. Я пришел вовремя, у меня еще есть 4 минуты. И вот я снимаю вступление. Очень красивая улочка, которая ведет на Приморский бульвар. Сейчас я вам покажу. Вот вашему взору открывается Приморский бульвар, и вы видите портовые краны. Вот прямо там, если идти прямехонько, мы попадаем на пристанище Варна. А вот музей новой истории Варны. Очень красивое старое здание. Смотрите, как здорово. Тут рядом кипарисы, туи, ели. Вот это дерево, не знаю, какое красивое. Напротив церквушка. Видите, какая улочка красивая, мощенная красной плиткой, как кирпичом. И мы когда назначали встречу, я говорю: Тео, давай уточнимся, где это. Я говорю: там, где Механа. Он говорит: да-да-да. И начали смеяться. Короче, музей возле Механы. Механа — это как Крама в Кишиневе, в Молдове. Вон там, где зонтики, видите, там вот эта Крама. И вот музей новой истории Варны. Сейчас я передохну, позвоню Тео, и он нас встретит. Вот этот вот музей. И там вот на задворках, я помню, всегда был трактор. Вот видите, там такой трактор интересный. Ну, потом уже дождемся Тео и вместе с ним снимем. Вон там старый железный трактор. И рядом раскопки, римские раскопки. Видите, прямо в центре города. Таких мест в Варне 3. Римские термы, римские бани. Вот здесь и еще там в центре одни. А может быть еще больше, о которых я не знаю. Посмотрите, какая тихая, уютная, спокойная улочка. Просто песня, просто очень романтично, очень красиво. Сейчас мы присядем, отдохнем. А то я запыхался, пока пришел. Вот пришел Тео. Пришел Тео как раз вовремя, минута в минуту. И здесь его коллежка, она экскурсовод. Как вас зовут? Стевка Мухтарова. Стевка Мухтарова, она экскурсовод, она знает русский язык. И она говорит: ой, Эдди, как ты меня снимешь с кофем? Там, я говорю, наоборот, люди хотят живой, прямой репортаж. Но я же не буду акцентировать внимание на этом, да. И вот мы сейчас вот сидим, у нас тут эта планерка. И потом мы зайдем, и уже Стевка Мухтарова, да. Госпожа Стевка, тут так принято говорить госпожа, уже расскажет на русском языке для вас, что здесь и как в музее Новой Варны. Музей на Нового Варна, да? Да. Угу. Это новая история Варна, это период с 1878 года, то есть после освобождения Болгарии от османского владычества до начала Второй мировой войны. Вот это называется, это не современная история, а это новая история. Вот в истории вот есть вот такие периоды. Ух ты, Стевка, вы так говорите хорошо по-русски. Ну, я же объяснила, высшее образование я получила на русском языке. Вы представляете, посмотрите, никакого акцента нету. Има доста руснаци по 30 години тук карат, по 30 лет живут, и их видно за 2 квартала, когда они говорят. Дело в том, что я не только училась, я всего 11 лет прожила в Советском Союзе. Ого. Это Беларусь. Ух ты, Ох ты. здорово, я там не был ни разу. О, да. И дело в том, что еще одна такая деталька. Фамилия моих детей это Гайдук. А, украинская. Нет, это так, это белорусская. То есть бывший муж у меня белорус. Ага. Я размовляю ще по-белорусски. Эле-ле-ле-ле. Так, я такая змагарка, Короче, как кажут зараз. Да, вот видите, как интересно, какие теплые, общительные, гостеприимные люди в Болгарии. Мы с Тео познакомились тоже через Facebook, через Эвелина Ценова. Или параллельно, я вот уже не помню. Но здесь меня встречают гостеприимно, радушно. Я приезжаю как братьям и сестрам сюда. И вам советую также поступать по жизни. Любите друг друга, дружите с друг другом, делайте добрые дела.
Я хочу обнять Стевку, потому что она мне сейчас сказала моими словами мое отношение к варнинским улочкам. И я просто, не знаю, я просто падаю от удовольствия. Она говорит, что она живет возле общины, там где-то вот рядом, возле археологического музея. И каждый раз она идет сюда разной дорогой. Я тоже постоянно, мне так это нравится, улочки под разными углами. И я даже путаюсь иногда, хотя я тут уже серфирую 15 лет, но я все равно путаюсь до сих пор. И это радует. Это как раз вот то, что человек путается, это, между прочим, как раз вот это очарование вот этого района. И, между прочим, почему они такие улочки? Да. Они, это как раз самый старый район Варны. Да. Это древний Одессус. Угу. И когда строились еще во время Османского владычества, они почему такие маленькие? Они еще во время освобождения было вообще это там такие совсем крутые. Но их строили так, чтобы оберегать свои дома от ветра. Да. И, между прочим, один из мэров, первых мэров, о котором я обещала рассказать, как он связан с Кишиневым, там, с этим районом, у него была идея, он называется Михаил Кулони. Да. Известный очень. Есть такая улица Кулони. Да. И расскажу, откуда и фамилия его. Но дело в том, что он, конечно, понимал, потому что он до этого учился в Европе, и он понимал, все, которые приехали после освобождения и поселились здесь, в Варне, они хотели сделать Варну, конечно, таким европейским городом. И одна из его таких больших идей была, чтобы весь этот район, которым сейчас до сих пор мы называем Градска-Махала, да. Греческий район. Это другое слово, надо объяснять, что такое Махала. Они знают. Иностранцам, особенно иностранцам. Нашим не надо. Да. И вот его идея была всех выселить отсюда, с этого района, поселить на 2 года в палатках и сделать современную инфраструктуру. Но эта идея не осуществилась. Я думаю, это хорошо. Но очень любопытно было, когда вот эту детальку я рассказывала одной паре. И говорю, вот у него была идея новую такую инфраструктуру сделать. Они говорят, ой, жаль. Жаль, потому что сейчас... Почему? Потому что, говорит, если бы сделал, мы бы смогли на джипах до моря. Ой-ой-ой. Думаю, хорошо, что не случилось. Так что вот так. Поэтому я, конечно, я убеждена, вы почувствовали. Мне очень нравится этот период, который вот у нас здесь в музее. Да. Почему? Я не из-за ностальгии. Я современный человек. Я предпочитаю современных технологий. Все потом. Современных технологий, насколько, конечно, нашему возрасту там это не под силу, но вот этот период очень, вы почувствуете еще больше, когда мы зайдем в музей, такая концентрация креативной энергии. И доброты. Получилось. Можно я тяну руку? Вот видите, я тяну руку. Да, даю вам слово. Я вот в Кишиневе, когда снимаю старые здания, у нас есть дом офицеров, летом в жару, в Жегота, в самую жару, я захожу туда, там нету кондиционеров, нету ничего, там прохладно. Да. Я говорю, люди строили для людей. А это современное, оно строится ради прибыли, ради денег сегодня. Подождите, я хочу вот... Да. Можете присесть, чтобы ближе был звук. Дело в том, что тогда, между прочим, это одна такая большая особенность формирования атмосферы Варны. Угу. Что и делает нас разными. Вот, между прочим, когда у меня есть гости из других болгарских городов, после прогулки по музею, очень часто в конце они мне говорят, вот, госпожа, вот сейчас мы поняли, почему вы, жители Варны, разные, то есть отличаетесь от других болгар.
Но об этом, чтобы понять, как раз экспозиция нашего музея, которая объяснять почему. Мгм. Потому что, ну, давайте внутри это я Да, расскажу более так логично, чтобы вот эта сама изюминка вот как раз нашего города. да, очень, да, я хотел добавить, да, что вот Да. согласен с вами, особенно вы когда сейчас сказали про улочки, это именно то, о чем я говорю всем. Я всегда иду, вот, я жил читал же и шел на ЖП Гару Да-да-да. к другу. Каждый раз у меня маршрут какой-то непонятный, каждый раз. Ну, с другой стороны, не потеряйтесь, потому Нет, что как раз я жила и в Минске, то есть в Гродно, вот в Беларуси. Но дело в том, что здесь как раз такое ощущение, как раз достаточно большой, достаточно маленький город, да, чтобы жить уютно. да, Это, между прочим, это не только мое мнение, а это потому что я все-таки дружу с русскоговорящими здесь уже жителями Варны, мгм, которые поселились достаточно много в последние годы. И, конечно, они делятся как раз этими ощущениями. да, И здесь они даже провоцируют меня на то, чтобы задавать какие-то вопросы и находить ответы. Почему? мгм, Например, вот здесь одна из таких фраз, которые обычно удивляют как раз русских. И когда я говорю, что, ну, вы поймите, мы, болгары, не морская нация. Здесь тут русские всегда говорят, ну как? Объясню. На самом деле, это, конечно, большой вопрос, когда имеется в виду, как формировалась болгарская нация. Сейчас, особенно после демократических перемен, появилось разных теорий. Неважно, кто там как мгм. доказывают, есть доказательства и для одной, и для другой. Но дело в том, что на самом деле, даже если считать с 681 года, когда вот формировалось первое болгарское государство на этой территории, Мгм. за Дунаем. Вот представьте, хорошая земля, прекрасный климат и намного безопаснее кормиться, используя земледелие, животноводство, а не лезть в это Черное море. Да, да, Тем более, что Черное море, это не Средиземноморье. То есть оно бедное на рыбу, очень маленький живой слой. Но это связано с формированием моря. да, я знаю об этом. Тот, кто живет, тот на море знает так. И поэтому получилось, что, конечно, вот болгары, они не селились по побережью. Вот если во время освобождения от османского владычества население Варны было 21 тысяча с лишним. Из них только 3500 болгар. Мгм. Остальные греки больше всего, турки, татары, гагаузы, армяне, цыгане, немножко евреи. Да. И дело в том, что греки, больше было греков. Мгм. А это наследники тех древних греков, которые поселились как раз по болгарскому побережью. Это 6-4 век до новой эры. Мгм. И, в принципе, вот и создали все, и Созопол, и Несебр. Все Мгм. эти города, конечно, в свое время они имели большую торговую значимость, Варна, но это греческие Мгм. города. В принципе, даже и населенное место с названием Варна, оно было чуть-чуть вглубь. Это Мгм. там, где Варнинское озеро. Мгм. Это потом они как-то сближаются, потому что это достаточно долгий период в истории. Конечно, вот Десус был там более развитым, потом его разрушали. Но вот как раз во время создания болгарского государства первого в 681 году начали сближаться вот, чисто территориально, и вот всю эту местность начали называть Варна.
Есть две теории, откуда название Варны. Одни считают, что это река Варна была. Вар это черная, некоторые Вар это вода. В принципе, этот район богат Водой, источниками всяческими. Да, да. Так что, отвечаю, мы не морская нация. Тем более я упомянула, на время освобождения 3500 болгар. Но через 30 лет Варна становится болгарским городом. Просто сюда начинают заселяться болгары с разных районов, не морских. Вот, и когда у меня американцы здесь бывают в музее, не так редко, между прочим, особенно до пандемии, вот я шутила с ними и говорила, что вот Варна формировалась немножко как Соединенные Штаты Америки, то есть из приезжих. И поэтому отличаемся. А откуда эти приезжие, чуть-чуть позже, когда вот войдем в музей. Хорошо? Вот мы заходим в музей. Мы еще вот пообщались со Стевкой. Поговорили, она прекрасно знает русский язык. Вот собственный музей. Я закрываю старые двери в музей. И сейчас Стевка нам расскажет. Вот, музей. Откуда начнем? Да, объясню. Обычно мы начинаем отсюда. И я обращаю внимание вот на эту фотографию. Давайте, это интересно, между прочим, чтобы посмотреть, как выглядела Варна 3 года после освобождения. Какой год это? 1881. Запомнили, 1881 год. Фотография Варны. Варны. То, что бросается в глаза. Почему я ее показываю? Я там скажу пару чисел. Это мечеть. Мечеть, я знаю. Да. Дело в том, что на время освобождения в Варне было 12-15 мечетей. 4-5 церквей греческих и одна только болгарская. Я уже сказала, население Варны 21 тысяча с лишним. Из них только 3500 болгар. Вот так выглядела Варна, ну, чтобы понять. То есть типичный восточный город. И чтобы понять, почему так много мечетей, должна сказать, Варна встречает освобождение как самой большой крепостью для Османской империи на Черном море. Варна являлась частью этого четырехугольника крепостного. Русы, Шумен, Силистра, Варна. Почему? А потому что это была дорога российских войск на Константинополь. Ну, потом это называется зал мэров, да? Все документы связаны с мэрами города. Но еще одна любопытная деталька с этой фотографии. Вот это здание. Значит, я сказала, 1881 год. Вот это здание. Это. Вот как раз вы находитесь в этом здании. Прекрасно. Это одно из самых старых сохранившихся зданий на этот момент в Варне. Сколько ему лет? Строилось в 1832-35 году. Мама дорогая. Строили богатые греки, чтобы издавать в аренду. И поэтому очень динамичная история. Почти 200 лет. Да. Почти 200 лет, 200 лет мы находимся в этом здании, да, представляете, как интересно. Сначала, то есть, чтобы сдавать в аренду, с самого начала была идея. И здесь, например, знаем точно, что в 1851 году находилось бельгийское консульство на короткое время. Потом была гостиница «Ориент» называлась, складовое помещение, мастерские.
Но самое интересное, с 1916 по 1929 год здесь находилась окружная тюрьма. Вот так. Во. Вот это вот интересно. Хорошо выглядит для тюрьмы. Да. До 1929, когда была открыта, построена настоящая тюрьма, которая используется до сих пор. Ну, Так. никому не советую знать, где находится у нас тюрьма. Сейчас мы спускаемся вниз. Это подвал или называется, или первый этаж? Сутерен. Ну, для русских подвал, да? Ну, Подвальное помещение, где находится экспозиция промышленности, да, скажем так. Да, экономическое развитие Варны. То есть время освобождения. Вот в этой части. Вот как интересно. В этой части показаны самые популярные мастерские на время освобождения. Давайте пройдемся. Здесь есть стульчик. Так нам надо пройтись и снять. Хорошо. Потом. Потом я присяду, да. Вы потом расскажете. Значит, Мы сейчас так... здесь самые популярные мастерские на время, это, конечно, кузнечные. Почему? Потому что шли телеги с Добруджи. Угу. До сих пор самый ходовой товар на экспорт через порт Варна – это зерно. Угу. Телеги делали. А вот это вот... Не телеги, они подковы Подковы, делали. Надо ага. было менять. Подковы. Да. А это меха, я так понимаю, да? Нет, молодежь обычно спрашивает, это что, виолончель? Не, это меха, видно, Да, что такие да. меха с Конечно, цепью. другие популярные мастерские это для производства бочек, потому что любой уважающий себя болгар, житель Варны, имеет виноградника. Да. Здесь очень хорошая земля и климат для белых сортов винограда. Конечно, надо все это богатство сохранять. Угу. Мы, болгары, любим, конечно, предпочитаем красное сухое вино, но должна вам сказать, лучшие болгарские красное вино с южных районов. Я знаю. Да. Да, я согласен с вами. Это новая технология, как я шучу, печатный станок с Веной. И увидим все оборудование, вообще техника, конечно, с Западной Европы. Почему? Потому что для западноевропейских капиталов восстановленное княжество Болгарии являлось новым рынком. И поэтому никаких проблем не было для осуществления этих индустриальных проектов. Намного сложнее было восстановление государства. Угу. Потому что это редкий случай в мировой истории после столь долгого чужого владычества. Да. После столь долгого чужого владычества восстановление государства. Если следовать логике этногенезиса, то есть болгары должны были вообще раствориться. Угу. Ну, конечно, я упомянула, что сюда после освобождения очень много богатых, образованных болгар выбирают Варну для своего второго родного города. И они вернулись из-за границы с капиталами, с дипломами, ноу-хау и с таким безумным патриотическим энтузиазмом восстанавливать болгарское государство. Вот такие люди поселились, и вот они формировали после освобождения этого культурно-просветительского общества коренной житель Варны, варнинский кореняк. После освобождения еще сюда очень много болгар приехало и поселилось в Варне из южных районов. Это Тракия, Македония, которые остались в Источно-Румелия. Они же не знали, что через 7 лет воссоединение осуществится, и поэтому они же хотели в свободной Болгарии жить. Вот за короткое время как Варна превращается в болгарским городом. Это у нас что, обувь? Да, старинная. Обувь. Да, потому что все эти новые жители Варны, конечно, они нуждались в новой обуви, одежды, и это все стимулировало всех таких... А эта машинка какого года швейная? Не могу сказать, то есть здесь они просто с того времени, не могу точно там это сказать, А марка? конечно. Что? Марка?
марка. А то мы знаем только Зингер. Ну, так, а какая еще? Зингер. Ну, так все Зингер. Это для обуви, там есть для одежды. Мгм. А здесь Ух ты. самые такие амбициозные индустриальные проекты. Ткацкий станок. Вот, английский. Ух ты. Здесь была построена одна из самых больших ткацких фабрик. Мгм. Недалеко от Варны, Аспарухову, по путикам Аспарухову. Ее строил так называемый, его называли Варнинским Рокфеллером, Асен Николов. Асен Николов. Николов. Он тоже коренной житель, Упловышку. Мгм. Между прочим, он не только ткацкую фабрику, сопутствующие бизнесы и самым большим акционером в пароходном обществе. И почему здесь строил в Варне? Потому что он использовал высококачественного египетского хлопка. Мгм. Вот как выглядела, это особенно интересно жителям Варны, как выглядела первая хлопчатопредельная фабрика, которая была построена только 20 лет после освобождения, в 1898 году. Обычно англичане, когда посмотрят на фотографию, говорят: о, как в Манчестере. Ну да, конечно, акционерное общество, английские капиталы, английское оборудование. Конечно, после этого они продавали, там итальянские собственники, но дело в том, что до Второй мировой войны она, конечно, достаточно солидно выглядела. И что любопытно, когда это рассказываю западным гостям нашим, они всегда делают такое заключение: это значит, что у вас был хлопок. Нет, ни хлопка, пробовали сеять, не получается здесь. Ни металла, но зато металлообрабатывающие фабрики были. Дело в том, что в то время индустриальные проекты являлись символом цивилизации. И поэтому начали строить. Конечно, мы, как вообще на территории Болгарии, у нас нету достаточного сырья для таких индустриальных проектов. Но в Варне другое сокровище здесь было. Вот эти образованные, богатые, с чувством миссии, новые жители Варны, коренные жители Варны, между прочим, среди этих богатых, образованных выбирали первых мэров. И вот они занимали эту позицию как раз не для того, чтобы себе там это карман. Любопытное, между прочим, вот этот документ, диплом. Дело в том, что достаточное количество из этих богатых, образованных, они торговлей занимались, и они начали организовывать себе, с самого начала организовали очень активно работающую торговую камеру, палату. Да. Которая построила самое красивое здание, которое до сих пор используется, там, где находится штаб флота, торговую гимназию, первое высшее учебное заведение, и начали организовывать международные индустриальные выставки. И вот это, что любопытно, вот флаги стран-участниц. Вижу румынский флаг. Да. Нацистская Германия, Советская Россия, Румыния, Греция. Это диплом для высококачественного текстиля. Это 1940 год. Так что это очень выгодно, как видите. Очень интересно. Включая еще и, я упомянула, в 1921 году, после того, как после Первой мировой войны, когда Южная Добруджа была отдана Румынии, и здесь в Болгарии большой кризис. Почему? Особенно для Варны. То есть работы в порту замерли. Зерно стало проходить через Констанцу. И варнинским мэрам надо было придумать новый бизнес для жителей. И объявили, Варна будет первым туристическим центром. Вот так. В каком году? В 1921 году объявили, а в 1926 году официально открыли, как называется на болгарском, топлите студени морские бани. Вот те ступеньки, вход в центральный пляж я снимал 26-го года. По сей день стоит и сносу нету. А это что такое?
Нет, здесь это банковское дело. Нас как, не интересует да, банковское да, дело. Да. А это что? Ух ты, сифон старый, да? Да, конечно. всё Вот это интересная тема. Тут Между отражение прочим, чуть-чуть. здесь, знаете, на болгарском, что это флаер? Вот такие рекламные. С самого начала очень большая рекламная кампания насчет туристического продукта. Сифон. Это в акростих, да, написано. Ну, конечно, это продукция, Сифоны. да, да. А это Шоколадки, все. А это что за бутылка? Тоже вода какая-то? Алкоголь. Алкоголь, да? Ну да. Ага. Там тоже есть этикетки алкоголя там. А это вот что здесь такое у нас? Ну, это были материалы, это фабрика для медных изделий. Угу. Угу. То есть открывались частные мелкий бизнес. Хотя я уже упомянула, что мы не морская нация, но надо было использовать это геостратегическое положение Варны и начали строить порт. Конечно, монарх-европеец, он понимал, что надо развивать. И, наконец, в 1906 году открылся новый современный порт. Он был точь-в-точь, как марсельский. Ага. Французский проект, француз главный инженер Жерар. И как я шучу, зато все дамы Варны чувствовали себя как настоящими француженками. Интересно, а вот это макет, да? Да. Это макет? Это пара, это локомобиль, паровой генератор энергии. Его использовали впервые, когда строили порт. До 1906 года. После этого его использовали... Он тянул что-то или вырабатывал? Нет, рядом с музеем находится настоящий. Мы потом поснимем Да, его. да. И дело в том, что вот это колесо, которое вот пар этот двигал, колесо было связано ремнями к подъемным сооружениям. Вот он как движитель использовался, Да, источник энергии для да. подъема После каких-то этого в тяжестей. колхозах использовалось. Это прототип крана, скажем так, да? А это сухой док, я понимаю, да? Да, была попытка начать и судостроение даже. Но у нас же есть КЗ, Ой, так. Кораблестроительный завод, Да, я там да. был. По этой теме, значит, была попытка, это акционерное общество на немецких и чешских капиталов, но долгое время использовали только для ремонта кораблей. Для ремонта. И, как я говорю, последнее доказательство, что мы не морская нация, первого корабля, которого построили в Варне, это было только в 1937 году. Маленький железный такой корабль. Я так думаю, проблема была не в том, чтобы найти пару заграничных инженеров. Не было достаточно рабочей руки с навыками, традиционными навыками. Здесь фотографии, когда любопытная, когда море замерзло. Да, я помню. Я помню, оно замерзало еще тоже в каком-то году. Если хотите, да. Сейчас я присяду. Да. Вы говорите, замерзло море? Да. Это в каком году? 1928-29 год. Море замерзло, да? Да. Возле Варны или? Да. Сейчас здесь даже на фотографии видно, люди стоят на замерзшем море, а далеко-далеко можно было по кораблям проходить. Сейчас объясню. То есть половина февраля 29 года было минус 23 градуса. Местами лед был 30 сантиметров. Конечно, все корабли, которые были в порту, они были обкладены льдом. И жители Варны, знаете, мыс Галата. Да, конечно. Вот с пляжа до Галата они по льду ходили. Были экстремалы, которые даже на телегах. Потому что местами было 30 сантиметров льда. Но это местами. Это, конечно, так, редкое явление природное. И как я шучу, зато сейчас не бойтесь, дорогие наши иностранные гости. Я лично каждый день заказываю лучшую погоду в Европе. Слушайте, а ледокол есть в Варне? Подводные лодки есть, я знаю. Да. Дело в том, что с 1921 года мы объявили
туристический центр. И начали, между прочим, гениальная идея. Я уже рассказала, мы не морская нация. Тем более, вот эти все жители Варны коренные, которые приехали, они тоже не с морскими традициями. Как догадались, как использовать море без опасности вот они, для жителя Варны. Гениальный продукт, потому что вот когда я говорю про туризм, обычно гости, скажем так, русскоговорящие, обычно так с пренебрежением. Ну, что там, и они даже спрашивают, где ваши заводы, где там ваши предприятия большие. Я имею в виду не all inclusive и не солнечный берег. Я имею в виду качественный туристический продукт, которого начали, вот наверху, вот я вам покажу, как выглядел пляж в 1926 году, когда его открыли официально. Замечательно. Я только вот позавчера снимал, там в Куба был. И да, и будет интересно нашим зрителям узнать, какими были эти места почти 100 лет назад. Почти 100 лет назад. Это в 21 году, а между прочим, как раз я готовлю ролик, про которого я сказала, что делаем в Facebook странице, но это будет в мае месяце, выйдет как раз Летовище Варна, то есть туристический центр Варна. И там очень любопытно. Первое предложение для создания туристического продукта на берегу появилось в Варнинской общине в 1879 году. Очень интересно, появились здесь предприниматели. И сейчас любопытно, откуда? Откуда? С Харькова. И первое такое предложение было создать такой курорт для русских. Почему? Потому что они тогда еще сообразили, что для русских туристов будет дешевле, чем в Крыму. Ну, это я так только чуть-чуть Спасибо. крючок бросаю. Очень любопытно. Здесь у нас любопытные экспонаты, которые из самой первой царской резиденции в Болгарии. Это Эксиноград, 8 километров от Варны. И вот сейчас посмотрим. Это вот этот прибор для поджаривания кофе. Ах ты, турочка. Да, но здесь такой спиртник. Снизу спирт зажигали, а внутри кофейное зернышко. Стекло мешает. Да, да. Вот крутили, потому что для князя, потом для царя, конечно, для царя свежий поджаренный кофе. А то что? Сзади это миксер. Миксер такой. Да, ручной. Вот он. И Класс. снизу очень так любопытно, видите, это обычно, когда у меня русские всегда говорят, это что, самогонный аппарат? Нет, это канта для мороженого. Внутри клали смесь для мороженого, а вот этот сосуд клали в лед. У меня бабушка делала мороженое, кстати. Да, да, конечно. Она 905 года рождения, она делала мороженое в Болграде. Да. Это тоже любопытный такой прибор. Насос какой-то. Да, принцип насоса, но это использовали для освежения листьев растений. Ух ты! Это пульверизатор. Какого года он? Ну, это резиденцию устроили в 1885 году. 1919? Да, конец 19 да. Конец 19 века. Обалдеть, какие технологии были. И внизу самовар вижу. Ну, конечно. Классический самовар. Ну как, подаю там. Сейчас куда вы нас поведете, София? Значит, это, я уже упомянула, зал, который мы называем мэр. Да. Все документы, экспонаты связаны с мэром. Я вас назвал Софией. Ну, а вы Стефания? Нет, объясняю, Стевка. потому что у нас в Болгарии все женские имена, которые образуются от мужских, заканчиваются на К. Иван, Иванка. Стефан, Стевка. Стефанка? Нет, по Стевка. паспорту я Стевка. Я знаю, что на русском звучит типа как Ирка, Анька и так далее. А Степанида? Не родственное имя? Стевка. Дело в том, что у нас есть мужское А я имя назвал вас Стефан. Софией, видите как. Я в Беларуси привыкла, там меня
Я тоже кем только не был. Да, И Артуром, и Николаем. И знаете, есть анекдот. Мальчик, как тебя зовут? Он говорит, в последнее время меня не зовут, а больше посылают. Главное, чтобы тебя звали хоть как-то. Потому что ты есть, самое главное, да? Да. Спасибо. Вот это такое маленькое отвлечение. Отвлечение. Да. Но дело в том, что вот здесь, видите, Все выписаны список. все мэры с 1878 по 1944 год. Обычно, я знаю, русскоговорящие, но их так много. Да, объясняю. Издержки демократии, скажем. Дело в том, что после освобождения, конечно, есть люди, которые на несколько месяцев. Но Понятно. дело в том, что бурная политическая жизнь, и на это время, то есть когда менялась власть разных партий, то назначали так называемых тричленки. Это, то есть 3 человека, которые должны были управлять, пока организуются выборы по несколько месяцев. Но чтобы понять, что это элит Варны, все эти люди, хоть на короткое время, но они на самом деле были вовлечены во всеми этими проектами. И хочу только показать. Вот этот господин Йордан Пекарев, он был мэром только с мая по ноябрь 1921 год. Он объявил, что Варна будет первым международным туристическим центром. Очень хорошо. А вот это стол какого Вот. мэра? Это одного, вообще, это комплект. Вот шкаф, этот... Я вижу себя за этим Да. в этом кресле. Это специально было сделано для одного из последних мэров, Янку Мустаков. И дело в том, что специально для него, то есть для мэра Варны, потому что здесь символы Варны, вот что значит иметь традиционные навыки в резьбы по дереву. Я резчик тоже. Я Да. занимался резьбой. Да, да. Кстати, мебель делали. В лодках мы не разбирались, но зато в резьбы по дереву, конечно. И Телефон. беру. Старый. Какой телефон замечательный. Да, это, между прочим, это как раз эти телефоны, наверху у нас есть, это любимые экспонаты молодых наших гостей. Очень им любопытно, они же не видели все эти... Да. Классно. Они же знают только... Кофейный наборчик, Да. там книга, часики красивые. Да, Да. конечно. Ну, Вот. наверху у нас есть другая... Место мэра. Да. Место мэра. Сейчас я На вот самом деле. попрошу Стевку сделать мне фотографию возле стола мэра. Сейчас я попрошу. Открыли в Снимаю. 26 году официально теплые холодные морские бани, если купальни, правильно переводить, потому что там было в этих помещениях 1000 кабинок для переодевания. Ой, Пляж как- был поделен для мужчин, для женщин. Очень А интересно. в следующем году у меня, да, нравственная полиция была, которая следила, чтобы вместе не купались, там было запрещено. Знаете, как интересно было, как хорошо. Сколько Да. места для Ну, фантазии для 20 мужчин и для женщин. Вот. Сколько Но мест? в 27 году иностранцы организовали протест. Хотели смешанный пляж, разрешили на следующий день. Но, между прочим, это интересный экспонат. Почему? Потому что вот как раз возвращаясь на то, что они имели представление, какой современный туристический продукт развивать. Не просто солнце, пляж и море, Культура. в том же самом году, в 1926 году, открыли на этом инструменте, специально его закупили, этот рояль французский, Клео, открылся первый музыкальный фестиваль в Болгарии, который в то время являлся вторым или третьим таким в Европе. Первого такого музыкального фестиваля открыли в 1920 году, конечно, в Зальцбурге. 6 лет после этого у нас в Варне. Этот фестиваль существует до сих пор, называется «Варнинское лето», но, обращаю внимание, это показывает, что эти люди, которые начинали эти проекты, мэры этого города, они как раз имели в виду современный туристический продукт. То есть культурный туризм, фестивальный туризм,
конечно, лечебный, а не просто там это кто-то пришел загорать и так. Я понял. А вот этот рояль какого года и кто мастер, допустим? Мастер, значит, заказывали его в 1925 году, начали переговоры с фирмой Кремона. Это Кремона. Это Плеер называется, но фирма, то есть... Они же гитары делают, Кремона, да? Слышал? Да. Но дело в том, что мне попадались документы, и как вот это читали, что дружество, вот такая организация культурная города, связывались, письма писали, потому что где-то больше 90 тысяч стоило. У них было 10 тысяч, и они просили, как мы сейчас чуть-чуть вам заплатим, а потом, когда начнем организовывать каждый год, то будем с выручки это Понял вас. выплачивать. Стевка, скажите, он рабочий? Нет. Вот как раз и поэтому мы денежки собираем, чтобы там... Вот это деньги. Вот, Да, мы, да. вот видите, вот тут мы собираем деньги, музей собирает деньги Для сейчас. реставрации, потому что приходили мастера и говорили, что возможно. Вот 5, Очень 10 любопытно было левов. бы, потому что здесь в этом зале могли быть 20 какие-то левов. концерты. Я смотрю, что у нас пожертвования только от болгар идут. Я что-то ни одного евро не вижу здесь. Ну, Все левы. Не, имейте в виду, это, ну, мы же больше года находимся в пандемии. Это, конечно, до этого все... Наши люди, болгары. Да. Вы- Потому что раньше, конечно, было и... А как часто делается забор из этого ящичка? А, Такое маленькое отвлечение, так чтобы расслабить ну, я зрителя. считаю, конечно, коллеги там это считали, не собралась там это, конечно, вся сумма. Это же дорогое удовольствие, реставрация. Да. Там деку, струны, Да. это... Но я считаю, в принципе, это не такие большие деньги, между прочим. Не буду... Можно я поднимаю руку? Да. Когда такие деньги грохаются, я смотрю, как в Кишиневе, такие тупые здания, как коверкают скверы, закатывают в плитку в дорогущие. И здесь, ну здесь не в такой степени, но неужели нельзя найти деньги на какой-то Сейчас инструмент? я вам скажу. Я Такие считаю, джипы ездят по городу, Феррари. немножечко Ламборгини. Я считаю, что не было проявлено, потому что это не такие большие деньги. Я знаю, о чем идет речь, не хочу вдаваться в цифрах. Я считаю, что это отсутствует инициативы со стороны музея и театра. То есть те институции, которые заинтересованы. Пора мне кандидатствовать на кмета Варны, потому что мне Ну. предлагали в казашку, кстати, когда Вот, мой да. папа дружил тут со всеми передовыми интересными такими дядьками, они говорят: дядя, давай будешь кандидатствовать в казашку. Я говорю: что я вдруг это, как я же ничего не имею. Он говорит: ну ты, во-первых, русскоязычный, Да? да, и там трали-вали, короче, ты патриот. Ну, не патриот, а вообще такой. И мы посмеялись, но дальше дело не пошло. Но сама идея была очень Да. аттрактивной, Потому интересной. что, да, один из самых активных, между прочим, это Иван Церов, который начинает строительство драматического театра. Он как раз, он учитель, то есть не был бизнесменом, как большинство из них. Но здесь любопытно, Голям это почта, да, БТК. да. Вот это да. центр Варны, посмотрите, дорогие друзья, это почта варнинская, Это, почта называется. Да, в 1935 году. Построена. Да, построена. Улица Владислав Варничек и пересечение с Соборный. бульвар Соборний. Одна из моих любимых улиц Соборний. Да. И вот почта вот в таком виде с 1935 года по сей день стоит и функционирует. Достроен еще один этаж. Сейчас. Ну, выглядит так. Да. Потому что строили как раз в соответствии. Да. Любопытная деталька кафедрального собора. Между прочим, это первый кафедральный собор Болгарии. В Болгарии строил. Начали строить только 2 года после освобождения и построили за 6 лет. Мгм. Конечно, это в то время это являлось символом восстановленного болгарского царства, восстановленной Интересно. самостоятельно болгарской Ну, все уже, церкви. многие знают кафедралу, по моим фото и видео, знают кафедралу нынешнюю. А А вот это, первую- а сверху что за фотография? Это одна из маленьких улочек недалеко отсюда.
Сейчас называется Цариброд. Мгм. Ну, провинциал, как сказать. Дело в том, что первого камня заложил лично Александр Баттенберг, первый наш князь, этими инструментами. Между прочим, он сам выбирал место. Мгм. Для меня это знак, что он на самом деле видел Варну болгарским и европейским городом. Это 1880. Место красивое. У меня есть такие фотографии из Это дрона. да. Ой, не Это мои, а да, вообще от коллег. да. Очень красивые фотографии. А вот это у нас что, фонари? Фонари. Это железнодорожные. Железнодорожные. Я думал, что морские тоже. Да, да. Железнодорожные фонари. Да. А, вот и ЖП Гара Да. наша, ЖД вокзал. Посмотрите, как интересно. Она, конечно, выглядит как Сейчас. какой-то немецкий вокзал, потому что строили все архитекторы, которые учились Мгм. в Париже, в Вене. Ух ты, это такая интересная ваза или что это? Да, эти экспонаты, они тоже с Эксиноград. Мгм. Вот как выглядел Дворец. дворец. Между прочим, это очень важно, строительство для Варной резиденции, потому что на лето весь Софийский бомонд, конечно, Мгм. хотел быть рядом с князем, и Варна уже становится летней столицей. А вот, видите, вот сейчас, кстати, вот эта фотография, вот, извините, что я пальцем, вот, 26-го года постройка, вход на центральный Да, пляж, да. бульвар Сливница, вы уже знаете наизусть по моим видео, вот это вот бульвар Сливница, да, и вот это 26-го года, там еще выбито в плитке, Да, открылись. открылись, вот это история морской градины Приморского парка Варны, история. Это, конечно, нам безумно в Варне повезло, потому что в 1894 году пригласили здесь Антона Новака. Это вот такой настоящий коренной житель Варны. Чех, парковый инженер. Он до этого стажировался в венских дворцах, и он стал... Разрабатывал, да, парк? Да. И Очень он красиво. прожил здесь до 1945 года, всю свою жизнь сознательную. И благодаря ему, конечно, мы имеем не только этот парк, потому что в это время у нас своих таких специалистов не было. Но он занялся вообще озеленением Варны. Поэтому до сих пор Варна является таким зеленым городом. Красиво Это все. его дело. Очень красиво. Надо мне сделать экскурсию по морской градине, как-то показать. Вот это что-то очень-очень знакомое. Да. Это же князь Борис. Да. Князь Борис, и вот здесь вправо улица Колоний, да? Да. А вот эта улица я забыл, вот это вот влево, которая. Я не могу сейчас Ну да. У меня есть фотографии, прекрасные получились фотографии с этих мест. Есть у меня. Вот князь Борис. Какого это года? Я не вижу без очков. Это 30-й. 30-й год. Я сейчас остановлю камеру, позволю себе сделать фотографию. Это, кажется, с музея. Вот Стевка хочет нам рассказать про чушму. Чушма, вы уже знаете, что это. Это источник по-русски, источник, родник, оформленный утилитарно Это- как-то для использования. Не Нет, как это в лесу. считается, значит, эта практика была во время османского периода, это связано с культом воды. То есть там, где были источники, всегда оформлялось так, чтобы было в первую очередь удобно пить и для людей, и для животных. Красивый макет. И, конечно, делали какой-то в честь. Обычно так это строили это типа архитектуры памятник Очень османского красиво. периода. Очень красиво. И делается в честь кого-то или какого-то события. Да-да-да. Вот эта чешма построена в честь восстановления Варны после очередной русско-турецкой войны 1828-29 год. Значит, результатом этой войны, когда Варна была освобождена русскими войсками, являлось, что Варна была, там, между прочим, очень большая пандемия, чумна, и очень много погибло от болезни русских солдат. Но вот когда закончилась война, Варну вернули Османской империи и отдали Бессарабию.
Вот такой трансфер вот случился. И тогда Махмуд II, султан того времени, приказал восстановление Варны. Не из-за того, что он так жителей Варны любил, а просто ему снова нужна была крепость, потому что русские разрушили полностью вот существующую до этого крепость. И в честь была построена 10 метров была высота, выписана специальная поэма, это другой вообще там по всем законам османской поэзии. И это было оформлено лучшим каллиграфом султана, выписано золотом. Понятно. Вот это. Это сверху тугра, то есть знак султана. Находилась она в центре города. Есть у нас фотографии, где можно сообразить, где она была. Ну, это сейчас уже находится в разобранном виде в разных музеях. Ага, по частям, В да? ворах музея. На жаль. До 26-го года существовала. Вот. А это что-то у нас связано с театром, я смотрю. Да, да. Это эскизы, драматический театр. эскизы костюмов, Да, эскизы, да? Да. Аксессуары. Вот опера Варнинская, вы уже Ой, тоже это с ней. не опера, это драматический Драматический. театр. А опера где? У нас нету театра оперы и балета. Поэтому Ну, называют же его неправильно опера. Жители Варны называют это Значит, опера. мы были дезинформированы. Драматический театр. Да, Но мы будем... дело в том, что разница в сценах, но у нас нету такого помещения для настоящей оперы и балета. Вот где находилась вот эта чешма султана. Потому что там воспевали в этой поэме роль Махмуда II. Но здесь, вот, на сегодняшний день, здесь фонтан находится, а в принципе чешма Узнаю. была перед драматическим театром. Понял. Но когда начали водопровод делать, конечно, там перекрыли воду, она стала пересекать, и нельзя было оставлять такого символа османского архитектуры. А это чья скрипка? Нет, это просто не чья-то. Так, между прочим, когда я упоминала, что очень значимо то, что начали фестиваль и фестивальный туризм, имейте в виду, что Варна, как портовый город, он не может быть культурным центром. Здесь просто бизнес, деньги. Понятно. И поэтому гениальная идея дать нам возможность, нам, которым вот нужна культура, соприкасаться с более качественными артистическими продуктами, как раз существование фестиваля. И поэтому здесь таких значимых варнинских музыкантов, актеров не было. Лучше, конечно, в Саке. Это что за счеты такие интересные? Ну, счеты. Это счеты, да? Да. Классические? Да, классические. Так в школах учили детей раньше считать. Даже узоры можно составлять? Да, какие? да, обычно дети узоры здесь составляют. Но, Как сфера интересно. А это вот что-то детское? Да, детские игрушки. А какого года? Ну, это 40-х. Игрушки 40-х годов. Да. Как мне так вот снять, чтобы отражение мне не мешало от этих фонарей? Сейчас. Игрушки 40-х годов. Какая прелесть. Даже я застал вот эти кубики. Видите, кубики с аллейкой. У меня были такие кубики. Да. Да, у меня были такие кубики, супер. Вот эти коробочки, все, вот это такое, ну, конечно, маленькое, мало. Мало, но интересно. У нас наверху еще есть такой магазинчик для детских. Вот, открытки старинные, посмотрите, какие, Да, детские. какие приятные открытки. Сейчас и наверху посмотрим, там у нас восстановки, там тоже забавное. Очень здорово. А здесь что? Здесь Книжки какие-то детские. Учебники, потому что, учитывая, что в Варне на время освобождения было только 3500 болгар, конечно, первую болгарскую школу открыли в Варне только в 1860 году. Школы были, но турецкие и греческие. И поэтому после освобождения здесь начинают строить очень много школ. Самый амбициозный проект сферы образования – это строительство гимназии для девочек.
Это там в этом здании, где находится археологический музей. Мы туда Это еще доберемся в целом. построено Да. для гимназии для девочек. Одно из самых больших учебных заведений на Балканах. Сейчас мы поднялись вот на второй этаж музея, и вот сейчас Стевка расскажет немножко предварительное вступление. Этот зал, поэтому мы обычно в конце показываем, потому что это восстановки по старым фотографиям. И здесь дается возможность просто ощутить, как выглядела Варна перед началом Второй мировой войны. Это когда уже был, можно сказать, осуществлен вот этот проект курортная Варна. Варна как курорт. Ага. Хотя более правильно на болгарском использовать летовищный. Потому что курорт это от немецкого слова идет лечебный. Курорт у нас Святой Константин и Елена. Да, А здесь это туристический центр. И восстановки, и я уже сказала, по старым фотографиям. Здесь можно увидеть люксовый номер в Гранд Отель Лондон. Существует до сих пор эта гостиница. Знаю, там. Да. Первый гость этого отеля был мэр Парижа. Он был на посещении специальной в Варне, и открылся этот отель в 1912 году. Сам это был небоскреб в Варне, 5 этажей, и поэтому там был монтирован первый лифт. В каком году? В 1912. Потому что я вчера катался в лифте 1937 года на Сливнице. Да, да. Там такие кнопки интересные, двойные двери железные. Да, там есть такой тоже дом, которого строили как раз для отдыхающих. А потом чуть-чуть дальше там есть восстановка, где показывают, как выглядело кафе Вена. Дальше ресторанчик. Есть у нас вид, где можно... Так, вот мы продолжаем. Начинаем наше движение с Гранд Отеля Лондон. Это моя мечта. Я только каждый раз узнаю, сколько там стоит кофе. 5 левов или 6 левов. Это 2,5-3 евро. Вот такой интерьер Вот так был. Да. Люксовый номер. 914. В 1912 году, да, Вот. открылся. Прикоснитесь к истории, дорогие друзья. Вы оказались в отеле Лондон 914-12 года. Это люксовый номер, да? Там все люксовые, там это Гранд Отель. Ну, я знаю, Да. да. Я видел в фотографии. Да. А здесь, между прочим, тоже, потому что поинтересовались, магазинчик детских игрушек. Тех времен. Да, 30-е годы. Какая прелесть, Да. какие игрушки В замечательные. Варне где-то в 1926 году существует такая мастерская для детских игрушек. Как здорово. Да, как видите, не пластмассовые, не китайские. Все такое натуральное. Да. Я вспоминаю свое детство. Моментально. Посмотрите, посуда детская, какая милая. обычно С какой любовью все сделано. Смотрите, какая мебель красивая, детская, замечательно. Самолетики. Ой, я прямо переношусь в то время. Да. А здесь Вот как тема. я шучу, да, музыкальный магазин. Одна девочка, 6 лет ей было, посмотрела и говорит, это ихняя микроволновка. Да. Вот так. Ассоциация у молодежи. Это музыкальный магазин. Да, это 900 примерно 15-го года, ну, да, 20-го. Да, в те времена достаточно 30-х туго годов. использовали все. Как- Это уже 30-е. Как раньше говорили, телевизор передавали по наследству, дарили. Да, Сейчас да. каждый год, 3 года уже устаревает модель. Конечно. Компьютер да, превращается в и калькулятор. Да. Ух ты, а это что такое? Это кафе Вена. Так выглядело. Конечно, другое модное кафе называлось Париж. То есть, А где оно сейчас? Не существует, только Гранд Отель Лондон. Только существует. Лондон. Да. Я уже собрался лыжи навострить в кафе Вена, сравнить. Не, оно находилось на улице Преславской, напротив дома архитекторов. Знаю дом архитектора. Вот там напротив, ну сейчас там... Реставрация какая-то идет. Там идет реставрация отеля Париж.
но кафе было в другом здании. Смотрите, как интересно. Да. А здесь эти поста, вот видите, такие стойки. Ага. Конечно, на сегодняшний день это некорректно немножечко, вот этот парень, но, видимо, кто-то с какого-то корабля привез, но практика была, когда заходишь в кафе, тогда в этих коробках были конфеты. Бесплатную конфеточку, считалось, что это для аппетита. Хорошим тоном, да? Не, чтобы аппетит пришел, и ты себе тут это начал заказывать больше. Вот так. От конфеты. Да. Если Но да- это кафе. Ой, как. А это что? Называется этот ресторанчик «Дядя Митя». Чичо Митю. Да. А-ля-ля, Бирария. Да. Чичо Митю. Он находился там, где сейчас гостиница «Черное море». Отель Черное море, да. Вот, посмотрите, как интересно. У Чичо Митю. Сейчас мы подойдем поближе, потом я сделаю фотографии. Да, а вот как выглядел холодильник ихний, ледарник. Ай, как здорово. Да. А какой стол красивый со скатертью. Да. Ай-яй-яй-яй. Любопытная, такая колоритная личность. И барная, вот это не бар, ну, короче, стоечка Да, сзади. да, да. На самом деле, по фотографиям, я видела эти фотографии, и он, дядя Митя этот, кормил бесплатно студентов, например. Он был известен карнак что-то, вот такие сосиски. Да. Сейчас я остановлю камеру, сделаю фотографии, я не могу удержаться. Да. Вот, только что я сделал фотографии на фоне ресторанчика, интерьера, восстановленного у Чичо Митю. Митак, привет. У меня друг есть Митю тоже, он тоже любит такие дела, с Константиной и Елена. Митак, привет. И все, кто любит старину, уважает память своих предков, это все для вас. Мы стараемся с моими друзьями и те, кто интересуется историей Варны, и не только Варны, а именно историей того периода, прекрасного периода времени наших дедов, бабушек, дядь и теть. Продолжаем нашу экскурсию. И здесь у нас уголок фото Изгрев. Это наша тема. Это наша тема. Это старое ателье, да, такое фотоателье? Да, тем более, да, не надо забывать, тогда же это было искусство, тогда это же 2 раза в жизни люди ходили делать себе фотографии. Не то, что сейчас вынимаешь из кармана селфи. Это целый ритуал, это Да. было... Люди ценили Правильно, фотографию. они себе это... Вот, тут даже есть скамейка, смотрите, какая скамейка. Да. Я попробую на нее присесть, сейчас немножко отдохну. Да. И Стевка немножко расскажет нам, да, сейчас. Так примерно выглядела в те времена адвокатская контора. Ага, То есть офис адвоката. офис адвоката. Мгм. Да. Как я шучу, с компьютером и принтером, Мгм. мобильником, телефоном. И, как говорила девочка, маленькая микроволновка там. То есть Придется мне маленькая подойти поближе. Да. Вот поближе вам показать адвокатский уголок, кабинет адвоката тех каких годов? Ну, это 20-е, 20-е годы. 40-е. Это вообще мебель, мы знаем какого адвоката, который был известен, Димитр Попов, своими коммунистическими, социалистическими. Вот такой вот кабинет адвоката. Видите, как интересно. Здесь это лампа такая, да, Стевка? Да. Вот эта лампа в форме как бы глобуса, стилизованная под глобус лампа, ручка с пером, прибор такой настольный, телефон. Вот как люди раньше жили, работали, печатная машинка. Да. Что за марка? Ну, вы рассмотрите уже ближе, я не вижу язычков. Вот прототип клавиатурой. Скажем. Да. Идем дальше. Ой, а это, Стевка, магазин какой-то? Это маленький книжный магазин. Ой, как интересно. Вот здесь можно было ручек, чернила, Вот это тетрадочки. любимая моя тема. Да. Канцтовары.
канцтовары, да. И это такая, ну, калькулятор. Прототип калькулятора, да? Правда, не Как знаю, интересно. как Ручки да. всякие. Тут фотографии, эти рамочки, да? Акварель. Да, Ой, как акварель здорово. как раз и сейчас так. Ой, как здорово. Чернильницы. Прелесть. Всякие приборы. Вот это, я забыл, как это называется. Вот та штуковина, я забыл. Пупивательна. На болгарском это пупивательна. А на русском? Чернила. Как это на русском, да, не вспомню. Я не вспомню. Еще ручка была такая интересная. Когда чернилами писали, чтобы она не растекались. Не растекала, да. Угу. Вот очень интересно. Книжный магазин таких канцтоварный, скажем так. А вот, пожалуйста. Как Вот, с удовольствием. шапка, шляпы. Тут С самое известное такое ателье. Чехия называлась. Шляпная. Да, шляп, да. С удовольствием бы надел любую шляпу тех времен. А вот это вот, раньше ж как были, помните, вот вы же не знаете, были воротнички отдельно, были концертные рубашки. Мало кто знает об этом. Там только передок и рукава, и воротник. Концертные рубашки. Это молодым надо объяснять, вот что это такое. Я-то знаю. Да, да. А вот здесь можно увидеть, как выглядела. Угадаете? Пылесос. Вот, правильно. Сразу видно, что... Да, Наши люди. Да. Немецкая марка. Вот мне гости из Германии очень так рады видеть, и они мне рассказывали, что эта фирма существует до сих пор и производит профессиональную Жалко я. технику. Да. Сейчас я поближе камеру. Да. Поставите на стоп-кадр и рассмотрите название. Я сейчас не вижу далеко от меня. It's Cobalt. Так, это у нас, судя по всему, гостиная, да? Да, гостиная, как я шучу, их не Facebook. Они же общались face-to-face. И гостиная, конечно, ну, богатого дома. Распивали кофе на маленьком Ну, столике. конечно, ликерчики, разговаривали. Вот у меня общались. бабушка так тоже, они собирались в Болграде, там Да, соседки да, да. такие. Бабушка кофе варила. Да. Я был ребенком, я любил сидеть и слушать их. И разговоры. Да. Они все знали. Вся история Болграда. Так, Это как раз такая игральное что-то, да? садовая мебель, потому что у нас хорошая погода, все так любят. Рулетка. Да, конечно. Для забавлений. Вот начали же гостей из разных стран приглашать, надо было их забавлять. Вот вам домашнее казино, конечно, кофемолка и DVD. Вот. Ага, сейчас. Да. Это кувшин какой интересный. Да, очень красивый. Здесь Кувшин. даже и детки так говорят, о, красиво. А вот это первый проигрыватель, да, только мне вот Нет, как-то... это кинопроект. Я понял, да, кино. Как-то мне его снять, потому что там свет. Сейчас постараемся, вот. Кинопроектор, дорогие друзья. Или как молодежь говорю, их не DVD. Да. Gmail. Ага, вот это почта. Почта. Сейчас я присяду чуть-чуть отдохнуть, Да, с вашего да. позволения. Святая святых. Мы, короче, обошли музей, все 3 этажа. Нижний, средний и верхний. Сейчас мы находимся в кабинете администрации. Вот Тео Роков, который любезно организовал нам эту встречу. Это тот друг, помните, с пляжа, когда с Семеном Кулешом мы сидим, да. И вот Стевка нам помогала, экскурсовод очень грамотно все рассказала. Это была вступительная экскурсия, скажем так, но она получилась очень подробной. И кому интересно, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вас заинтересовало. Может быть, мы остановимся потом подробнее на каких-то моментах этой экскурсии, этого музея. Вот. Вот Стевка. Да. Так, очень приятно. И вот Тео
Роков. Это мои варнинские друзья. Спасибо Фейсбуку, что мы познакомились, что мы общаемся. И я очень рад находиться в этом гостеприимном городе среди своих друзей, коллег. И снимать с радостью вам видео из этого прекрасного, теплого, уютного города. И очень красивая улица тут у вас. Как она называется, кстати, эта улица? 8 ноября улица. Какая она красивая. Сейчас еще будет вот весна, цветочки появятся. Ой, ле-ле-ле-ле. Каштаны, вот как зацветут. Бедная моя ваша фантазия, как тут будет. И тут и так красиво, будет еще лучше. Ты, Михарес, вот пътека где-то направо пътя с червените. Това беше първата улица, която по този проект планираха. Следяхме всяко плавенце да бъде... Супер, супер. Просто я получил море удовольствия, особенно вот последний этаж прикоснулся к эпохе того времени. Ой, как хорошо. Я как будто вот путешествие во времени, знаете, как машина времени. Оказался где-то, да, и вот это благодаря нашим варнинским друзьям. Спасибо большое. Я думаю, что это не последний репортаж, это один из репортажей наших. Еще нас ожидает археологический музей с Тео Роковым. Вот еще Стевка, может быть, что-то... Мы сейчас вот спокойно посидим, пообщаемся и, может быть, что-то придумаем интересное для вас и для всех остальных наших и не только наших зрителей. Это мы разместим и на Фейсбуке, и на Ютубе, в группе этого музея, если захотят, без проблем. До новых встреч, дорогие друзья. С нами была Стевка Игнатова. Да, Тео Роков. И ваш оператор Эдуард Кара из Варны с любовью. Добрый день, дорогие друзья. Только что я посетил музей новой истории Варны с Тео Роковым. И нам помогала Стевка Игнатова. Я получил море удовольствия. И здесь рядом с музеем, за моей спиной механа. А вот туда прямо мы вышли, вот видите, там две скамеечки, там вот, собственно, исторический музей. Напротив церковь Святой Параскевы, мученицы Параскевы. И вот тут варнинские дома, видите, трехэтажный дом. Вот вообще не воспринимается его высота. И вот механа кыштата. И вот Тева говорит, посмотри, говорит, три поросенка. Видите, что написано? Тукся еде и пие. Тут кушают и пьют. Знаете, какой лозунг правильный. И вот механа кыштата. Механа — это крама по-молдавски. Такой фольклорный народный ресторан, кафе в таком стиле. Посмотрите, как здесь уютно и красиво в тени. Хотя сейчас вот не жара, не солнце, но очень уютный экстерьер. И вот интерьер, окна такие деревянные столы. Посмотрите, как уютно здесь. Просто прелесть, просто прелесть. Мы сюда с Тео пришли, просто пообщаться, подвести итоги посещения музея и выпить по чашке кофе. Здесь находится рядом маленький базарчик. Какими-то он тос базара забраях. Има синь базар, има колхозен. А тос базар имя ли имя-то? На улице Сан-Стефано. На улице Сан-Стефано, но это, я знаю, всегда был самый дорогой базар. Потому что самый дорогой базарчик маленький, мы потом его посетим, когда выпьем кофе. Сейчас мы присядем здесь, и потом уже, если получится... О, у меня уже камера садится, красная батарея.